Птицу видно по полету, а лодку по тому, как она ведет себя на воде. По-настоящему хорошая лодка как будто парит над водой, а в повороте вгрызается в нее, как бойцовский пес противника во время поединка. Правильная лодка будет достаточно мореходной, чтобы комфортно идти по большой волне, а во время рыбалки будет устойчивой, как плот. Мощный силовой набор, непотопляемость, такая необходимая в холодное время ветрозащита, сухие рундуки с самоотливом, возможность использовать все драгоценное пространство лодки. Все эти и многие другие качества присущи нашей новой лодке Финвал 555 Fish Pro. Лодка должна быть удобной для рыбалки, поэтому я расскажу вам о той массе полезных и нужных мелочей, которыми мы ее оснастили. В основном кокпите традиционный наш рундук под спиннинги. Помещается 6 спиннингов длиной до 2 метра 50 сантиметров. Под спиннингами место, где хранится стартовый аккумулятор для мотора. Находясь на большой волне, на водохранилище, мы всегда можем зацепиться ногой, подойти к борту очень близко. Или зацепиться для того, чтобы устоять от качки. Нам нужен большой подиум, потому что огромное количество проводок мы не сможем провести снизу. Надо опустить пруд, надо сделать твитчинг, еще что бы то ни было. Здесь тебе ничего не мешает, ты можешь спокойно подойти к самому-самому краю лодки, обвести трофей вокруг мотора в случае, если он тут крутится и вертится. При этом в подиуме есть несколько интересных ниш. Основной, самый большой рундук – это рундук около двигателя. Очень удобный рундук и для продуктов, и для тех вещей, которые мы используем чаще всего, что на рыбалке, что на отдыхе. Неважно где, нам всегда к нему легче всего подойти и чего-нибудь взять. Под рундуком у нас доступ к помпам, аккумуляторам и всей электрике, которая есть в этом месте лодки. Следующее. 2 кресла. Кресла пассажиров кормовых. Кресла удобные. Сидишь в них достаточно глубоко, ощущение посадки надежное. Это самое главное, когда ты движешься со скоростью за 70 и выше. Под креслами большой-большой-большой рундук под тент. Помимо тента в нем может храниться огромное количество всяких длинных вещей, таких как тарга для вейка, таких как там, ну, к примеру, спиннинги сложные и так далее. Тент достается легко. Тарга для вейка тут же. Дальнейшее все понятно. Катаемся, получаем удовольствие. Между креслами прикольная штуковина, которая удобна и для того, чтобы положить 4 спиннинга, и для того, чтобы кинуть там всякие инструменты. Сюда влезет пару квадратных бутылочек, сюда влезет целая куча всякого там силикона или мелочи, которая вам необходима будет во время рыбалки. Когда ты сидишь здесь, это тоже всегда находится под рукой. О полезных мелочах по бортам. Полочки. Достаточно вместительные для того, чтобы можно было положить коробку с силиконом, джиг-головками, с чем угодно. И, наверное, даже не одну, а, возможно, и 2. Ты всегда уверен в безопасности тех вещей, которые ты сюда положил. Они не улетают. Идем дальше по кокпиту, подходим к водительской консоли. Консоль капитана имеет бардачок, он может складывать вещи здесь, а не перемещать свои вещи личные на консоль пассажира. Кресло регулируется. Посадка капитана удобная. Все под рукой, и командир, и руль. С левой стороны управление лайвелами, с правой стороны управление остальной электрикой лодки. На консоли можно установить 9-дюймовый эхолот. Если вдруг какому-то из спортсменов захочется поставить 12 дюймов, снимается крышка и устанавливается эхолот, он под рукой у тебя, ты можешь тачскрином работать очень удобно. Переходим к пассажирской консоли. Основные ее достоинства в том, что она имеет очень глубокий бардачок, и пассажиру будет за что держаться в случае, если вы захотите поуправлять лодкой по-настоящему драйвово.
555-м тема подсаки, постоянно мешающей на рыбалке, раскрыта довольно просто. Комель подсаки уходит под консоль, она укладывается в нишу. В случае, если ты захочешь этой подсакой работать так, чтобы тебе еще более удобно было ее вытаскивать, ты ее просто укладываешь вдоль борта, все. Не болтается и не валяется под ногами. То, с чем мы постоянно сталкиваемся на рыбалке. Во многих случаях носовая палуба – одно из наиболее удобных мест для рыбалки. Поэтому она достаточно велика. На ней может рыбачить спокойно 2 человека, друг другу не мешая. И под ногами у нас целая куча рундуков. Чуть-чуть о них. Несмотря на перемычку, мы имеем один большой цельный здоровенный рундук, в который мы можем положить много длинных вещей или какие-то продукты. Самый большой рундук, который есть на носовой палубе, может вместить и 4 канистры с бензином, и столик, и огромное количество всяческих снастей. И после этого всего еще останется дополнительное место. Справа-слева от рундука мы имеем 2 небольших ниши, в которые можно как сложить вещи, так в случае, если ты устанавливаешь себе на носовую палубу электромотор, поставить 2 тяговых аккумулятора. Носовая палуба не может обойтись без лайвела. Очень большой лайвел или аэратор, как это говорится, длиной 1,10 м максимальной своей. Это означает, что щука в 10-12 килограмм может стоять, не сгибая хвост. Ну и объем позволяет сюда положить достаточное количество рыбы, чтобы впоследствии сохранить ее до самого конца рыбалки. Справа от лайвела, по ходу лодки справа, мы имеем рундук для обслуживания помп аэратора. Если у тебя что-то засорилось, ты всегда сможешь без всяческих инструментов добраться до того места, которое тебе необходимо. Ну и слева от лайвела мы имеем еще один рундук, в котором можно положить несколько мелких нужных вещей. Важная деталь. Все рундуки в 555-м финвале сухие. Если попадает вода с крышки и просачивается в какие-то щели, то она попадает в конечном итоге вот в эти ниши, и по специальной сливной трубке оно спускается вниз к помпе, и в рундуке всегда у вас остается сухо. Вы не будете бояться, что вы положили туда какую-то вещь, и она намокнет. На носовой палубе можно установить электромотор, на съемной пластине можно установить дополнительный эхолот, кнопку управления тримом, все, что необходимо для того, чтобы с носовой палубы полноценно управлять лодкой. 555 рассчитан на 6 посадочных мест. 2 кресла устанавливаются по центру кокпита, 2 сзади на корме, 2 водитель и пассажир. А если отдыхаете маленькой компанией или выходите на рыбалку вдвоем, втроем, вчетвером, 2 кресла остаются на берегу или в машине, и в кокпите остается огромное количество свободного места. Приятная опция 555-го – это столик, вокруг которого может сесть 4-5 человек. Отличным дополнением к столику будет мангал, который можно установить и приготовить себе свежее мясо, не выходя из лодки. В принципе, любую лодку стоит рассматривать как набор компромиссов. Но 555-му финвалу трудно добавить что-то еще. Потому что среди мореходных лодок этого размера в нем есть больше нужных и полезных вещей, нежели у конкурентов.